Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной Дэниелу Буну, одному из самых известных образов американского пограничья. Современный взгляд видит здесь не только романтику первопроходца, но и сложный контекст колонизации, конфликтов и вытеснения коренного населения. Дорогие друзья! Вновь приветствую вас на канале Заметки Нумизмата. Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных халфах Соединенных Штатов Америки. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной Дэниелу Буну, одному из самых известных образов американского пограничья. Этот выпуск интересен не только фигурой героя, но и собственной сложной нумизматической судьбой. Если многие ранние памятные полдоллара США связаны с городскими юбилеями, выставками или датами отдельных штатов, то Бун занимает особое место. Перед нами монета не о городе и не о событии в узком смысле, а о человеке, вокруг которого в американской культуре сложился почти легендарный образ первопроходца. Дэниел Бун жил в 18-м, начале 19 века и стал одним из символов передвижения европейских переселенцев на запад, от Апалачей, прежде всего в район будущего Кентукки. В массовом сознании он закрепился как охотник, следопыт, проводник, исследователь и человек границы. Монета впервые вышла в 1934 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Буна. Но в отличие от многих юбилейных выпусков, ее история не закончилась одним годом. Серия продолжилась с 1934 по 1938 год, чеканилась на нескольких монетных дворах и получила разновидности, которые до сих пор внимательно отслеживают коллекционеры. Именно поэтому халфы Буна нельзя воспринимать как одну простую монету. Это небольшая серия внутри большой классической серии. Разные даты, разные монетные дворы, дополнительные даты на реверсе и спорная история распространения. Закон 1934 года разрешал отчеканить до 600 тысяч серебряных монет стандартного размера и веса. Для памятной монеты это был очень большой лимит, особенно если сравнивать его с реальным спросом на большинство выпусков 1930-х годов. Получателем и распространителем выступала юбилейная комиссия Дэниела Буна. Комиссия могла продавать монеты по номиналу или с наценкой, а вырученные средства должны были идти на проекты, связанные с юбилеем Буна и памятными местами его имени. Первый выпуск 1934 года был отчеканен только в Филадельфии. Это логично, ведь именно 1934 был собственным годом 200-летнего юбилея. Затем выпуск продолжился в 1935, 1936, 1937 и 1938 годах, уже с участием Филадельфии, Денвера и Сан-Франциско. Важнейший нюанс появился в 1935 году. Дополнительное законодательство позволило добавить на реверс дату 1934 года словами Pioneer Year. Поэтому на монетах позднейших лет может стоять текущая дата выпуска, а рядом дополнительная дата 1934, указывающего на юбилейный год. Слова Pioneer Year оставлены в английском виде, потому что они находятся на самой монете. Для начинающего коллекционера такая система может выглядеть странно. Например, монета датирована 1936 или 1937, но на реверсе дополнительно стоит 1934 год. На деле это отражает юридическую и памятную логику. Чеканка продолжалась позднее, но весь проект был привязан к юбилею 1934 года. Особенно интересны варианты 1935 года с маленькой датой. 1934 на реверсе. Они выпускались меньшими тиражами, особенно в Денвере и Сан-Франциско, и со временем стали одними из самых важных и более дорогих разновидностей всей серии. Именно вокруг поздних и малотиражных вариантов возникла часть критики. Уже в 1930-е годы коллекционеры устали от новых дат, монетных дворов и разновидностей. В случае с Буном многие чувствовали, что некоторые выпуски создавались не столько из исторической необходимости, сколько ради поддержания дефицита. Поэтому этот халф хорошо показывает двойственную природу ранних памятных монет США. С одной стороны, сильная историческая тема и узнаваемый герой. С другой – рыночная программа с несколькими годами, вариантами и ощущением искусственно созданной редкости. Художественное оформление выполнил скульптор Августус Лукиман. Встречаются разные варианты написания его фамилии по-английски, но для русского текста достаточно формы Лукиман. Он был известным американским скульптором и работал не только с медалями, но и с монументальными проектами. На аверсе изображен портрет Дэниела Буна, обращенный влево. Важно понимать, что это не документально точный портрет в современном смысле.
Надежного прижизненного изображения Буна не существует. Поэтому перед нами художественная реконструкция образа героя пограничья, таким, каким его представляли в 1930-х годах. Надпись на аверсе лаконична: United States of America и half dollar. Необычно, что большая часть исторического смысла сосредоточена не здесь, а на реверсе. Реверс значительно сложнее. На нем изображена встреча первопроходца и представителя коренного населения. По официальному описанию, первопроходец держит карту Кентукки и ружье, а напротив стоит индеец с томагавком. В справочниках эту фигуру часто связывают с вождем Шауни по имени Черная Рыба, связанным с биографией Буна. На заднем плане показан блок Гаусс или укрепленный форт. У горизонта восходящее солнце. Эти детали создают образ американской границы: форт, оружие, карта, встреча двух миров и символическое солнце будущего. Сегодня такой сюжет нужно воспринимать аккуратно. Он отражает представление 1930-х годов об истории продвижения на Запад и отношении переселенцев к коренным народам. Современный взгляд видит здесь не только романтику первопроходца, но и сложный контекст колонизации, конфликтов и вытеснения коренного населения. С точки зрения медальерного искусства, реверс остается одним из самых насыщенных среди ранних памятных выпусков. На небольшом поле Лукиман разместил героя, оппонента, карту, оружие, форт и символическое солнце. Серия Буна особенно интересна по тиражам. Закон разрешил до 600 тысяч монет, но фактически выпуск никогда не приблизился к этой цифре. В 1934 году было произведено и реализовано 10 тысяч и 7 монет. Затем последовали выпуски 1935 года на 3 монетных дворах, включая обычные варианты и варианты с дополнительной маленькой датой 1934. В 1936 году серия получила еще один заметный выпуск, также с Филадельфией, Денвером и Сан-Франциско. Но к 1937 и 1938 году интерес заметно ослаб. Рынок не мог бесконечно поглощать новые разновидности одной и той же памятной темы. За 5 лет для продажи публике было отчеканено значительно меньше монет, чем разрешал закон, а часть позднее вернули и переплавили. Это хорошо показывает разрыв между амбициозным лимитом и реальным спросом. Для коллекционера $0.5 Буна можно рассматривать на 2 уровнях. Первый – типовой экземпляр для набора ранних памятных монет. В этом случае обычно выбирают красивую монету 1934 года или один из наиболее доступных выпусков 1935-1936. Второй уровень – полноценное собирание всей серии по годам и монетным дворам и разновидностям. Здесь уже важны варианты с дополнительной датой 1934, монеты Денвера и Сан-Франциско, поздние выпуски 1937 и 1938 годов и качество каждого экземпляра. Большинство этих монет сохранялось как коллекционные и сувенирные предметы, поэтому экземпляры без следов обращения встречаются довольно часто. Но действительно сильные монеты с чистым полем, хорошим блеском и без заметных контактов требуют внимательного отбора. В коллекционном смысле Бун объединяет доступность и сложность. Один типовой экземпляр найти сравнительно легко, но собрать всю серию в высоком качестве уже серьезная задача, особенно если речь идет о малотиражных разновидностях. В истории ранних памятных монет США этот выпуск часто рассматривают как пример и достоинства, и проблемы классической эпохи. Достоинство – сильная историческая тема, узнаваемый герой, интересный дизайн и привлекательная серебряная монета. Проблема – затянутая программа, множество разновидностей и ощущение искусственно созданного дефицита. Но если отвлечься от спорных моментов, сама монета остается очень выразительной. В ней есть портрет американского первопроходца, сцена пограничья, символика Кентукки, тема продвижения на запад и нумизматическая интрига, связанная с разновидностями. Если Панама Тихоокеанский выпуск показывает амбиции Америки как мировой державы, а Айова или Мэн рассказывает историю отдельных штатов, то Бун обращается к мифу американского пограничья, к образу человека, ставшего символом движения на запад. Именно поэтому $0.5 Дэниела Буна остаются одними из самых любопытных и неоднозначных выпусков среди ранних памятных коммеморативов США. Для коллекционера это может быть и красивый типовой экземпляр, и начало полноценной охоты за разновидностями, годами и монетными дворами. На этом наш выпуск закончился. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. До свидания!